12 ограблений банков и 2 десятка налетов на автозаправки и магазины. 9 убитых полицейских и минимум 4 мертвых гражданских. Организация массового побега из тюрьмы и титул самой романтичной криминальной пары в истории. Это все о Бонни Паркер и Клайде Берроу. Легенда, созданная сначала газетчиками, а затем растиражированная в кино и музыке, показывает нам их безбашенными героями. Бандит и его возлюбленная Фурия, которая курит сигары и палит из револьвера направо и налево. Но в реальности все было совсем не так. Образ Бонни гангстерши основан на одной единственной фотографии, найденной полицией среди их вещей на съемной квартире в городе Джоплин. На самом деле Элизабет Бонни Паркер вовсе не была отъявленной бандиткой. Она была официанткой из пригорода Далласа, вчерашней школьницей. Хорошо училась, много фантазировала, любила школьные спектакли и красивую одежду. В 16 лет она влюбилась в парня старше ее на 2 года, такого красавчика, что Бонни сделала себе татуировку над правым коленом. Их имена, обведенные в сердечко со стрелой. Вскоре она бросила в школу и вышла за него замуж. Удачного брака не вышло. Муж начал пропадать из дому, не появляться неделями. Бонни подозревала измены, злилась и в 1927 году рассталась с ним. Клайд Берроу был сыном бедного фермера, 5-м из семьи в 7 детей. Ферма его родителей разорилась, и в конце концов они переехали в Даллас, где жили и работали на автозаправке. Клайд играл на гитаре, на саксофоне и мечтал стать музыкантом, но у нищего парня с заправки шансов на это, прямо скажем, было мало. И он пошел по стопам старшего брата. Сначала мелкое воровство типа кражи индюков, потом угоны и ограбления. Клайд подался в бандиты отчасти потому, что хотел производить впечатление на девушек. Например, он катал свою первую возлюбленную на арендованной машине, срок аренды которой давно прошел. Когда шериф опознал машину и ворвался в дом, чтобы арестовать Клайда, родственники девушки спрятали его на чердаке. В апреле 30-го года его в очередной раз арестовали по обвинению в угоне автомобиля. К тому моменту Клайда по разным поводам арестовывали уже 4 раза, поэтому суд отправил его за решетку. За полгода до описываемых событий в январе 30-го Клайд в гостях у подруги встретил 19-летнюю Бонни и тут же влюбился. Они отлично дополняли друг друга. Бонни, любительница гангстерских фильмов, танцев и песен, работала в придорожной забегаловке и умирала от скуки. Она жаждала приключений и любви, как в кино. И тут подвернулся Клайд, настоящий плохой парень. Ну а Клайда, на котором с детства стояло клеймо уголовника, нужна была искренняя, чистая любовь. И Бонни была для него именно такой. Из-за ареста Клайда их роман встал на паузу в самом начале, и Бонни стала писать Клайду в тюрьму. А он сразу же задумался о побеге. По просьбе Клайда она принесла на свидание в тюрьму пистолет, и уже в марте Клайд и несколько его сокамерников сбежали. Поймали их через неделю, Клайду дали 14 лет и перевели в Истхэм, тюрьму с гораздо более жестким режимом. Он возненавидел это место всей душой. Именно здесь он впервые убил человека. Размозжил череп другому заключенному, который его доставал. Свидетелей не было, а вину взял на себя другой человек. Истхэм славился своим изнурительным каторжным трудом. Чтобы откосить от ежедневной работы и лечь в лазарет, Клайд отрезал себе 2 пальца на ноге. В будущем из-за этого он будет постоянно хромать. В январе 1932 года его матери удалось разжалобить судью, и Клайда освободили условно-досрочно. Он воссоединился с Бонни и даже попытался исправиться и найти нормальную работу, но его мучило пережитое в тюрьме. Домашние замечали, что вернулся он совсем другим человеком. Клайд считал Истхэм адом на земле и поклялся сделать все, чтобы освободить тех, кто остался в этом аду. На следующие 4 года это стало целью его жизни. Чтобы устроить массовый побег, нужно было много денег. Клайд организовал специально под этот план небольшую банду. Он сам, его бывший сокамерник по Истхэму, плюс опытный грабитель банков, которого вытащили из другой тюрьмы. Ну, плюс, конечно же, Бонни. При первом же ограблении половина банды попалась. Бывшему сокамернику Клайда дали 10 лет, а Бонни продержали в тюрьме 4 месяца, но не смогли предъявить обвинений. Чтобы скоротать время в тюрьме, она писала стихи. Потом Клайд ограбил местный ломбард и в процессе застрелил владельца, но буквально случайно нажал на курок. Получилось максимально нелепое преступление – убийство за $40 в какую-то дешевую бижутерию. Жена убитого еще и видела все происходящее в окно, ну и тут же заявила в полицию. Еще одно нелепое преступление Бонни и Клайд совершат через несколько месяцев. В октябре 1932 года они убьют продавца в очередном маленьком магазинчике. Они не знают, что всего несколько минут назад он закрыл кассу и отнес дневную выручку себе домой, а в кассе осталось всего $60. Клайд чисто из чувства разочарования выстрелил ему в живот.
Тут присутствовал и второй продавец, которого тоже хотели застрелить, но пистолет заклинило. Продавец, конечно, тоже дал показания и опознал Клайда по фотографиям. План прежний – собрать достаточно денег, чтобы организовать массовый побег из Истхэма. Но до этого пока далеко. Бонни, Клайд и их оставшийся сообщник грабят в основном придорожные магазины. Все это время банда Барроу, как ее называет полиция, проводит на колесах. Клайд влюблен в автомобили, но своей машины у него никогда не было. Зато угонами он занимается с юности. Его любимая модель – Ford V8. Он настолько любил эти машины, что даже написал письмо самому Генри Форду, назвав V8 лучшей машиной для своей профессии. Уважаемый господин Форд, пока дышу, буду повторять, что вы сделали просто потрясную тачку. Когда у меня был выбор, что угонять, я всегда угонял Форды. По скорости и беспроблемности другие тачки рядом с Фордами даже не стояли. Бизнес у меня не сказать, что легальный, но все равно готов засвидетельствовать, что ваш V8 отличная машина. Искренне ваш Клайд Бэрроу. В какой-то момент из тюрьмы выходит любимый старший брат Клайда Бак, и банда решает это отметить. Они снимают квартиру над гаражом в провинциальном городке и приглашают туда Бака и его жену. Но владелец квартиры слышит в доме стрельбу и сдает их полиции. 13 апреля 1933 года Бонни и Клайд переживают свою первую облаву. Им удается уйти. Шерифу остаются только личные вещи, в том числе фотоаппарат. С ним Бонни и Клайд развлекались, снимая друг друга в театральных позах на фоне любимого Форда. Именно это делает их легендами. Фотографии немедленно становятся достоянием газет и основой мифа о паре молодых модных преступников. Реально их жизнь после первой облавы, конечно, нельзя назвать ни модной, ни гламурной. Мы знаем это благодаря Бланш Барроу, жене брата Клайда, которая стала спутницей преступной пары против своей воли. Она не ждала, что ее отпуск с мужем и его братом превратится в 3 месяца ада. Благодаря фото их знает в лицо вся страна, поэтому они вынуждены скрываться. Они бегут из Техаса, бегут из Индианы, из Луизианы, из Миннесоты. По пути грабят банки и без разбора убивают тех, кто случайно оказывается на пути. Иногда они берут заложников, но всегда отпускают и даже денег дают на еду и обратную дорогу. Из-за истории с фотоаппаратом и своей публичности они попадают в замкнутый круг. Чем активнее их ищут, тем более жестоко им приходится себя вести. Чем более жестоко они себя ведут, тем больше про них пишут. Чем больше про них пишут, тем активнее их ищут. Бонни и Клайд, достаточно заурядные грабители, превратились в преступников-селебрити. Проблема состоит в том, что грабитель банков в статусе селебрити – это, конечно же, парадокс. Совершать уголовные преступления, когда ты звезда национального масштаба и твое лицо знает каждая собака, мягко говоря, не очень удобно. Пресса их обожает, газеты выходят с заголовками на первых полосах. Банда Барроу убила 2 полицейских и ушла от погони. Бонни и Клайд ограбили еще один банк. Бандит и его возлюбленная устроили перестрелку с шерифом, ну и так далее. Все эти 3 месяца они не могут остановиться в гостинице или снять квартиру, потому что повсюду расклеены полицейские объявления об их поиске с обещанием награды за любую информацию. Им приходится спать у костра, мыться в холодных ручьях. Местные, у которых они покупают еду, настороже и регулярно вызывают полицию. К тому же Бонни и Бланш терпеть друг друга не могут, а Бак после тюрьмы просто хотел пожить нормально и совершенно не был рад, что его втравили в эту историю. В июле 1933 года они переживают вторую облаву в Арканзасе, а еще через 5 дней третью в Миссури. Бак Бэрроу смертельно ранен. Бланш почти ослепла из-за осколков стекла, ранена в живот и почти не может двигаться. Они попадают в руки полиции. Бак умирает в больнице, а Бланш следующие 6 лет проводит в тюрьме. Там она напишет книгу о своем невольном кровавом приключении. Бонни, Клайд и их последний сообщник по имени Джонс остаются втроем. Криминальная романтика выветрилась, им скучно и одиноко. За прошедший год они сильно устали друг от друга и соскучились по родне. Бонни требует увидеться с матерью. Она надеется на поддержку, но мать встречает ее холодно. «Бонни, ты была приличной девчонкой, отличницей. Как ты дошла до такой жизни?» Джонс тоже хочет увидеться с родными. Они едут в Хьюстон, где Джонс попадает в засаду, а Бонни и Клайду удается спастись только чудом. Следующие несколько месяцев они колесят между центральными штатами, переезжая из одного в другой и нигде не задерживаясь надолго. Даже если полицейские выслеживали беглецов и пускались в погоню, на границе они поворачивали назад. В 30-е в Америке полиция каждого штата была отдельной организацией, полномочия которой на границе заканчивались. За это время им не удалось накопить достаточно денег, зато у них осталось довольно много оружия, и Клайд возвращается к своей идее массового побега.
16 января 1934 года он действительно организовал налет на тюрьму Истхэм и освободил несколько опасных преступников. Убил полицейского. Теперь в глазах полиции они с Бонни не просто банда, они враги государства. Объявлена награда в $1000 за их трупы. Оставлять их в живых больше никто не собирается. Правительство Техаса просит о помощи Фрэнка Хеймера, бывшего рейнджера, который уволен из полиции за убийство преступников. Хеймер – идеальная ищейка. Несколько недель он изучает маршруты пары за последние 1,5 года и видит, что Клайд перемещается между 5 центрально-западными штатами. Клайд находчив, но не настолько умен, чтобы думать на перспективу и путать следы. В его перемещениях есть закономерности. Хеймер видит их и начинает расставлять засады. 23 мая 1934 года Бонни и Клайд едут по сельской дороге. Клайд разулся и ведет машину в носках. Бонни рассматривает карту и ест сэндвич. Полицейские начинают стрелять из засады, не дав им времени опомниться. Скорее всего, и он, и она погибли мгновенно. Машина съехала в кювет, но 6 рейнджеров были так напуганы, что продолжали стрелять сначала из винтовок, потом из дробовиков, а когда патроны кончились, просто из пистолетов. Машина превратилась в решето. Потом они говорили, что не хотели рисковать. Еще около 20 минут полицейские не могли поверить, что жуткие Бонни и Клайд мертвы. В машине они нашли косметику Бонни, кошелек, в котором было $500, немного одежды, много оружия и недоеденный сэндвич. Когда медики прибыли на место происшествия 2 часа спустя, трупы уже окружала гигантская толпа. Волосы и платье Бонни, рубашку Клайда разорвали или растащили на память полицейские и местные зеваки. Хеймер присвоил себе весь арсенал Бонни и Клайда. Полицейские забрали из авто все наличные и даже одежду Бонни, которую потом распродали как сувениры. Один из них пытался забрать и саму машину, которую изрешетили пулями. Но машина была в угоне, и ее вернули хозяйке только потому, что та подала на полицейского в суд. Бонни и Клайд еще при жизни превратились в легенду. Эта легенда жила до сих пор. И есть что-то универсально привлекательное в истории о любовниках, которые бросили вызов закону и всему миру. Но им самим эта легенда счастья не принесла.